Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на третьем выпуске нашего кибершоу. И в этот раз у нас в гостях рэпер Яникс. Йоу. На груди, на запястье, на грудь. Хайпим, 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 хайпим. Поприветствуем его. Всем привет, привет. Здорово, братан. Рад Очень видеть. приятно, что ты к нам приехал. Вообще супер. Сам рад. У меня сегодня концерт у вас в городе, поэтому я убью двух зайцев одновременно. Я вот сразу хочу задать такой вопрос. Вот перед концертом нервничаешь? Нет, Как нет, это? нет. Я уже выступаю 8-й год, поэтому уже давно нет. Ну а первый концерт как Конечно, да. проходили? Мне кажется, у всех. А так. где был твой первый концерт? Ты же наверняка его В помнишь. городе Архангельск, в России. Архангельск. Первый концерт На как Волге. первый секс, да? Запоминаешь на всю жизнь. да? И первый гонорар еще надо Ну учитывать. скажи, а как ты справлялся вообще с эмоциями, с нервами, когда вот перед первым концертом? Что ты чувствовал? Да, не было такого, что прям надо было справляться. Я просто выходил, делал и как-то замечал, что это прям пролетает. То есть эти первые там, 40 минут там, не замечаешь как. А потом, когда ты уже перестаешь волноваться, то ты, когда выступаешь, чувствуешь время. Иногда тебе кажется, что это долго происходит. Ну, то есть как-то вот у меня это незаметно пролетало. Попривык, стал более уверенный и все. А сколько длится концерт? Вот Это сколько? зависит от того, что за формат. Если, допустим, это ночью, какой-нибудь клаб-шоу, то это максимум минут 40. Если это вечерний сольный концерт, то там 1,5 часа, например. 1,5 часа. Ну, где-то. Сама Хотел отдача спросить такая. про первый гонорар. Ты так еще просто акцентировал на этом внимание. Что мог позволить себе ты на первый гонорар? Я думаю, сейчас это сильно отличается. Да? Что ты да, купил ну, первое? конечно. Что ты первое купил? Ну, одежду, наверное, там. Слушай, я не помню, что я первый купил, но позволить немного чего мог, потому что тогда было важно, хотелось вообще выступить, и сам факт того, что ты выступишь за деньги. Деньги вообще не важны были, да? Да, и ты понимал, что там большая сумма за это не светит, просто сам факт, то, что ты на этом заработал. Ты начал свой путь. Да, Вот у меня, к примеру, знаешь, по-хорошему надо было бы, наверное, позже начать ездить, чтобы сразу чуть больше можно было просить денег. Вот, ты даже понял это спустя много времени. У меня тоже Подожди, такое... вот я скажу просто, я первые деньги, когда выиграл на турнире, знаете, что я сделал? Я пошел в магазин цветочный и купил дерево. И принес его маме. Просто гигантское дерево, вот такого Подарил, размера. просто такой подарочек сделал. Малой такой, ну, на сколько бы нам было, по 15? Да, я И я первый... вот пришел, недалеко магазин, через 2 квартала шел. И я шел с этим деревом, пришел, подарил. Мне было приятно, что я смог как бы какой-то хотя бы подарок. Это то преподнести. самое дерево, которое просто сажаешь вот так. Оно было и в этом, оно- оно было в... Ну, горшок, цветок в горшке, да. короче. Вообще, Короче, это мой один из экзотическое первых дерево. подарков это был сервиз, который мы купили в поезде. Просто чашечки. Там, Это были деньги с первого выигранного турнира. Ну, это вот, да, один из первых. Ладно, это все хорошо. я Так, вспомнил. вопрос такой. Понятно, что будет много музыки, клипов, все это. Еще какими-то проектами занимаешься? Что-то интересное есть помимо музыки? Нет, сейчас я занимаюсь только музыкой, и все, больше ничем. Скажи это, пожалуйста, когда ты вот определился со своим выбором, что хочешь заниматься именно этим, и все? То есть вот когда уже первый гонорар ты получил свой, ты уже тогда у тебя была такая цель? Или... Нет, я не могу сказать, что была такая цель. Ну, как бы подсознательно всегда хотелось этим заниматься, но если бы я знал, что так может все получиться, я бы, наверное, даже в институт бы и не пошел. А у меня так получилось, что на экваторе, когда я был, все начало получаться, концерты, все вот это поехало, а мне надо еще 2 года доучиваться в институте, и я думал, что делать, типа. Перед тобой стал выбор. Да, при том, что я поступил на бесплатное в государственный вуз. И Где, если ты не секрет, учился? этот институт, его уже нет, его слили с Плехановской Плехановской. академией, да, он назывался МСИ. Вот, если, кстати, такой забавный факт, так как я, получается, последний выпуск этого института, если ты полное название его вобьешь в поисковик, там, Московский, государственный, там будет такая графа, выдающиеся выпускники, и на первом месте я, и дальше уже все. Никто меня не сможет обогнать, потому что инста такого больше нет. И после какие-то политики идут там и так далее. Ну, ты закончил учиться, ты решил... Да, я все-таки решил доучиться, потому что, обидно, во-первых, было, во-вторых, я как бы так старался это совмещать, учебу и работу, многие так делают, я подумал, что Прости, у меня я не туплю. получится. Ты решил продолжить учиться? Я и учился, и занимался музыкой параллельно, то есть, получается, как бы я одновременно учился и работал. Но дилемма была внутри всегда. Ну, конечно, это бессмысленно, естественно, по итогу получилось, потому что по этой профессии я ни одной секунды не работал. Вот, и если бы я знал, что вот так все случится, я бы вообще, наверное, не пошел учиться или пошел бы в другую специальность, которая мне бы могла помогать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. То есть, чтобы я там не обращался, например, к дизайнеру, там, Да. за дизайном там, обложки, или чтобы я мог там
что-то связанное, допустим, с клипом сам сделать, там, какие-нибудь, там, В любом случае, все бы монтировать. ты не смог освоить. Ну, понятно, ну что-то, какая-то была, допустим, смежная профессия с тем, что я делаю. Всем привет, друзья! С вами Даня Севс. За свою карьеру я множество раз пытался помочь молодым игрокам стать лучше. Поэтому я вернулся на лигу CS:GO Sports. Для того, чтобы сделать ее лучшим местом для прокачки скилла в CSGO. В ближайшее время вас ждут новые турниры, увеличение призового фонда, бесплатные дивизионы и открытие серверов на Дальнем Востоке. А также, друзья, мы запустим скаутинг и будем выбирать лучших игроков и делать из них настоящих профессионалов. Если вам и этого мало, как насчет тренировок лично со мной? Как тебе такое, Илон Маск? Друзья, подписывайтесь прямо сейчас и врывайтесь к нам на лигу. Мы будем ждать. Ну и, к слову говоря, можно сейчас... У меня есть вопрос, Перекличка, есть Даня. вопросик. Спасибо. Вот у кого из нас есть вообще высшее образование? Допустим, у меня нет высшего меня тоже образования. нету. Я решил ради карьеры как бы игрока профессионального в компьютерные игры уйти из университета. Ну, у меня есть, но если бы у меня все чуть пораньше начало получаться, я бы тоже, конечно, не пошел туда. Я могу сказать, что ко мне вот недавно обратились из Института физкультуры и попросили, так как у них открылась там новые специальности, они говорят, не мог бы ты с нами посотрудничать и преподавать прямо в институте. При этом, при всем, высшее образование я только получаю, то есть заканчиваю. Я тоже в свое время не закончил, увлекался своим делом. Но давайте вернемся к нашей основной теме, это киберспорт. Есть такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, про АФК клип, который вы сняли. Что, Как это почему всё вообще возникло? да, что это такое? Я не думал, что я АФК, но я поднял их на ха-ха. Так, смотри, во-первых, это, значит, трек для нас трое. Бульвар Депо, Герб Хат. Изначально их там было двое, они меня позвали. Ну, прости. Ну, Это еще другие два нас, рэпера. там трое рэперов. Да. Один из них Бульвар Депо. Не слышал? Ну, ты не увлекаешься рэпом, так же, как я ничего не понимаю в киберспорте. Вот. Примерно так же, вот, поэтому так, я постараюсь не углубляться в это. Вот, есть, условно, два рэпера были, у которых уже была такая песня. И меня позвали в этот проект. Вот, и, соответственно, там была такая тематика игровая. Я, честно, настолько не играю, что я даже не знал эту аббревиатуру АФК. Вот. Потом, ну, я посмотрел уже вник, и у меня передо мной стояла задача написать куплет на какую-то игровую тему. Вот, то есть я, можно сказать, ностальгировал, потому что когда я был подростком, естественно, все играли, там, в 1.6 играли, и, ну, в разное все, и этот сленг определенные тоже... Дроп, фраг, АК. Вот, Ну да, тоже, естественно, где-то на подкорке, Можно остановиться на подкорке отложился. на периоде твоей жизни, когда ты играл? В каком году это было? Слушай, ну, это был, я учился в школе, типа 10 лет там... назад, да? Больше, наверное, Уже даже. больше? Мне 26, где-то в 16-17 я уже заканчивал, значит, лет 13 назад, вот так, 12. 2006 Ну, 2007. я играл, как все школьники играли, понимаешь, там, типа, пришел после школы, поиграл по интернету, и все, на это ну, никогда не было у меня цели как-то серьезно углубиться, там, команду собрать. Для меня вообще супер... Просто поигрывал в 1.6. Ну да, просто так. Ну, вообще, так вот наблюдаешь за киберспортом, не знаю, профессиональным, там, за Нет. командами, Что ты за... слышал вообще об этом? Ну ты же что-то слышал? Нет, конечно, я понимаю, что это сейчас как такая новая индустрия, суперприбыльная, и вообще, что это выделилось такой термин, как киберспорт. То есть раньше, как бы, я думал, что мы просто проебываем время и сидим в комп играем, а теперь это называется тренироваться. Получается. Не, ну я хочу, кстати, по Я этому очень поводу... тренироваться и зарабатывать при этом. Да, вообще, и это тоже. Иметь возможность То такую, же да? самое, как и рэп, понимаешь? Там для моих родителей это тоже, они это как музыка никогда не воспримут. Вот, какая-то серьезная. Поп-эстрада. То есть, да, и, ну, короче, это, я считаю, что это вообще круто, когда появляются какие-то новые профессии. Смотри, я хочу сразу дать небольшую вводную информацию по вот этой ситуации, то есть тренироваться, киберспорт. То есть ученые постарались разобраться все-таки с тем, что ну, можно ли называть киберспорт спортом. Да? То Я есть, слышал, что и можно, кстати, Да, да? и они установили, что это реально можно как бы делать, потому что то есть, сохраняется, во-первых, спортивный принцип, ну, то есть принцип соревнования. Во-вторых, многие нагрузки, короче, на организм, то есть
сопоставимо с другими видами спорта. Например, короче, то есть на мобильные игры, да, то есть некоторые люди как бы развивают скорость там, реакции, ну, то есть и контакта, там, нажатия до 400 миллисекунд каких-то. Это сопоставимо с гонщиками какими-то. То есть самыми крутыми гонщиками. То есть в киберспорте есть... А Михаил как бы... Михаил как бы без 5 минут Шумахер. Не просто так все тут как бы... Я с удовольствием покатаю. Вообще, давайте как бы с нашей жизнью переведем параллели. Мы действительно нагрузки, которые мы испытываем во время сезона, который идет в течение года, не каждый может с этим справиться. Это действительно сложно. Сложно уметь переносить нормально такое количество перелетов трансатлантических. Сложно выносить это давление, напряжение на... У меня сразу зародился вопрос просто, сколько ты, ну как часто ты выступаешь, и сколько ты Какой у тебя летаешь, график? какой у тебя график? Ну, да. смотри, выступление — это же только часть маленькая. карьеры, да? Ты помимо того, что ты где-то выступаешь, ты на студии пишешь материал, потом ты его записываешь, там сводишь, все вот это делаешь. Участвуешь в каких-то вот интервью, съемки, туда-сюда, реклама. Ну, Нормально? Во сколько, если не секрет, самый большой гонорар был за рекламу? Так сразу интересно просто. Коммерческий, блог коммерческий. Ну, блин, Ну, вообще людям это самое интересное, обычно, конечно. Обычно такие договора сопровождаются пунктом конфиденциальная информация. Ну, есть у Вот, тебя но что-то там, сказать? ну, это несколько миллионов рублей. За одну рекламу, да? Ну, это такая, типа, компания, рекламная кампания, которая включает в себя различные элементы. То есть долгосрочное Большая сотрудничество. коллаборация, да. Ну, как год это долгосрочно. Конечно, почему? Ну, я думаю, год же это не 2 миллиона рублей. Больше. Конечно, больше. Сразу зародился, ладно, вопрос Ты такой. заряжен вопросом место. Братан, ну я подготовился, Смотрю, извините, в я униформе знал. сидит в камуфляже, заряжен. Скажи, пожалуйста, ну, Я всем тоже в камуфляже, интересно. только у меня Ну, такой. заряжен. Ну, блин, мы... Заряд. Какие-то секреты, над чем сейчас работаешь? Что интересного ждать вообще людям? Я фанатам? делаю свой новый альбом, так достаточно долго его делаю, уже перетянул. Вот, в принципе, об этом я его анонсировал. Вот сейчас конкретно занимаюсь им, стараюсь ни на что не отвлекаться. Так. На какой он стадии? Ты уже заканчиваешь, либо только... Ну вот где-то вот мне кажется, что ближе к концу. 2/3 готово. я бы так Название сказал. есть уже у альбома? Слушай, это, скорее всего, будет продолжение. Это зависит от того, короче, какой материал по итогу вырисуется. Вот, если это будет подходить в рамки моих двух... У меня был проект «Шоу улиц Гетто», с которым вот первый мой проект, с которым меня все узнали. Потом была вторая часть, 2,5. И если это будет вот по стилистике в эти рамки залезать, то это будет третья часть. Если нет, то будет другое название, которое я сейчас не могу Сколько у тебя анонсировать. всего альбомов? Уже я не знаю, так я не могу сказать. Но они выходили Накопилось, да? Больше Ты- 50 с 13-го или- года. Да нет, с 13-го года выходили каждый год, кроме 19-го года. То есть сколько тогда? 19 решил чуть-чуть. То есть, Нет, ну просто как-то я подумал, что я не успеваю сделать, как мне все нравится, а вот эта вот цель просто лишь бы что-то в год обязательно вышло. это круто, кстати. Это молодец, что так. Янис, хочется поднять одну тему. У нас Работаем. наш вид деятельности с тобой, он чем общий? Тем, что он завязан как бы на интернете, на том, что мы передаем свою информацию в интернет, да, то есть и в связи с этим бывает как много положительных отзывов, так и много хейта. И вот, то есть Сейчас общая вообще, тема в принципе, это да, хейт очень в интернете, то есть популярная тема — это хейт в интернете. Ну да, потому что в интернете ты это можешь делать безнаказанно. Тебя же, ну, все эти люди, которые в интернете Все герои, разговаривают, все они крутые. потом, ну, когда тебя в реальной жизни встречают, никто, как правило, ничего не говорит. Ну, и вообще не встречают, как правило, в реальной жизни. Да, поэтому в интернете да, это такой лейтмотив. Как ты относишься к хейту? Ну, это такая вещь, от которого не уйти, всем не понравится. Вот, Ты знаешь, поэтому как тебя там называют? Как, Я не отношусь знаю. к этому спокойно, меня это не задевает абсолютно. Когда только это началось, когда ты появляешься, это по первости происходит, ты удивляешься и ну, как-то Всерьез сначала. можешь, да, как-то тебя это Расстроиться, может типа, и задеть, расстроить, там, да. Но потом проходит какой-то момент, и уже ты привыкаешь, не воспринимаешь, адаптируешься просто к этому, воспринимаешь да. это как данность. Есть вот кто тебя любит, поддерживает. Мне нравится очень, когда критика, она по факту, то есть конструктивная. Человек не просто пишет говно, все, и точка. А когда Да. пишет, мне не понравилось, поэтому, и как бы, ну, и такое интересно даже почитать, можно принять к сведению, какие-то для себя сделать выводы и так далее.
Но Такое это, цепляет, короче, глубже, да? То ну, есть это тебе, 5% от приходит всей к этой тебе. массы. И, 5. и это я бы даже хейтом не назвал, это не хейт. Хейт — это именно вот такая вот Это какое-то дерьмо вылетит. бессмысленный, именно да, жесткое, поток говна. Непонятно, зачем это люди пишут, тратят на это свое время. Я бы никогда в жизни, ну, типа, не тратил время на то, чтобы писать все, что мне в интернете не нравится. Это мне бы не хватило целой жизни. Я бы утром вставал и писал вот это говно, и все. Зачем? Мне иногда кажется, что достаточно немаленькая часть людей, которые заходят, они не думают, они не знают, они просто пишут, я бы начмот говно. Ну, это там, дети ну, в основном. Нет, ну, ты из нас написал плохой комментарий. Хотя я даже, когда я был малой, я так не не делал. Не знаю, мне кажется, это глупо. То есть, если какой-то интересный материал, ты и комментируешь, зачем обсуждать говно? Если это говно, значит, ты недостойно того, чтобы это обсуждать. У меня, по крайней мере, такая позиция. Поэтому, если мне что-то не нравится, я про это не разговариваю, это глупо. Соответственно, ну, я не хейчу никого никогда, ни в интернете, ни вообще в жизни. Как ты думаешь, может повлиять как-то хейт, чтобы сделать тебя более как-то медийнее или какой-то вот дать эффект? Ну, конечно, да, то есть черный пиар тоже пиар, хороший. Может. Это есть хороший, такая, какой-то хороший- скандальчик какой-то. Ну, конечно, был. А как у бы тебя собаки мысли такие были? собаки лают, караван идет. У тебя мысли такие были, какой-то скандальчик, Не, типа что-то? да не, это, Ты в это желтуха. Мне хочется, чтобы люди любили меня, обсуждали за мою музыку, за мои достижения, а не за какое-то говно там. Реакцию надо давать на хейт? Какую-то где-то как-то? Слушай, не знаю, но это дело каждого, наверное. Я не даю никакой реакции. Для меня это данность просто. Кто-то тебя любит, кто-то не любит. Если, допустим, есть какой-то момент спорный, где речь не о хейте, а о какой-то клевете, и, там, ну, типа, и тебе есть какой-то контраргумент возразить для тех людей, которые ну, не понимают, это вот правда или нет, ты можешь сказать. А если какой-то идет просто ну, тупая, беспричинная Чушь, которая возня, бред, то да. зачем? Слушай, Она будет но всегда. есть такое как бы в народе понятие, что у тебя ну, мало хейтеров или нет почти Меня? хейта, да. Да нет. Ну, Да, ты, это- наверное, просто не супер следишь за музыкой. Я это понял еще, когда Ну, ты... в Инстаграме, допустим. Когда ты у Киевстонера в шоу сказал ему, что ты недавно узнал, что он был в грибах, я сразу понял, что ты в музыке, в некоторых за моментах музыкой я не следишь так же, знаю, как да. я за киберспортом. Ну, в каких-то вещах... Не, ну у меня поверхностно. хейтеров всегда было очень много, и это обусловлено Расскажи. тем, что когда я появлялся, то есть рэп, который я делал и делаю, это было такой новаторский для именно России, потому что у нас тогда было модно, типа, такой олдскул, бумбэ, подъезды, вот это вот все пацанский такой рэп, а я делал американизированный такой, совсем про другое, и как бы даже порой, типа, знаешь, удивительно, что это все называется одним словом. И как бы даже порой, типа, знаешь, удивительно, что это все называется одним словом. И это рэп, типа, и то рэп, потому что это на самом деле диаметрально противоположная музыка и по там, взглядам на жизнь, по ценностям, по мироощущению и по внешнему виду этих артистов, и все вообще. И как бы я появлялся с большим запозданием от Запада, то есть там уже давно целая индустрия, там 10 или 15 лет уже такую музыку слушают, а у нас только она приходит. И, соответственно, как все новое, многие не принимали, и я через очень большое такое поливание говна проходил. Сейчас эти новые рэперы появляются, уже никто их не обсирает в том плане, что это что-то новое, непонятное, потому что уже есть эта аудитория, которой не было тогда. Наша задача была объяснять людям, что это стильная музыка, она крутая, она имеет место быть. А сейчас рэперы, которые появляются, они как бы уже идут по протоптанной дорожке нами. Ну, они уже посмотрели, да? Да, и там по комментариям на Ютубе. Когда у меня выходил клип, типа, там, в 2015, что ли, году, и он попал в тренды, там там такие было? О чем ты комментарии там были адские пел? просто. То есть это были комменты в основном, получается, от обывателей, которые зашли в тренды и увидели там, а что это такое, посмотрим, и охуели. А сейчас ты заходишь к любому новому рэперу, там комментарии все хорошие от его фан-базы, там нет никакого там... Ну, есть там хейт какой-то минимальный. Но Ну, не в такой основном, большой, да. Короче, отношение к этому вообще, в целом, к жанру. То есть дело не в моей персоне, а в целом к жанру и к его пониманию людьми, оно очень сильно изменилось. Люди его приняли и полюбили жанр. То есть лояльно все получилось. Да, то есть, наверное, то же самое, как вот если проводить параллель с вами, когда эта вся индустрия киберспорта зарождалась, было много скептиков, которые
говорили, что ну какой это там спорт, опять же, не может это как вот этого Ну и быть вообще ничего что-то серьезного, такое, каких-то то есть, денег да. там нереально. Чем вы занимаетесь вообще? Просираете своей жизни? От родителей, наверное, вот там Да, это слушали очень все такое. популярное явление, когда родители не понимают просто, чем занимается их ребенок, и осуждают. И... Не поддерживают детей, Не считают, поддерживают. что они Да, что занимаются типа, ну- херней какой-то, да. Знаете, какой вопрос тоже про хейт? Почему к власти, да, нельзя использовать хейт? Потому что это уголовно наказуемо, да? А к обычным людям, то есть это Да. как бы нормально. Вот почему Я тоже задаюсь этим вопросом, но это вопрос риторический, ответа на него ты не услышишь. Это несправедливо, это понятно. так? Вот, хотя бы так. А представь себе, знаешь, как поменялся бы интернет, если бы писать комментарий мог только официально зарегистрированный через паспорт пользователя. То есть тебе надо зарегистрироваться, указать свои данные, потом ты такой хейтер, но тебе все знают в лицо, короче, и потом ищут. Могут увидеть сразу паспорт, все дела. Ну, кстати, такая концепция изменила А, вообще к модель этому всё отношений в может когда-то интернете. придёт. А так ты плохое слово написать не можешь, если ты не зарегистрированный пользователь. Доброго времени суток. Хотелось бы выразить свое мнение на Негодование. на этот счет. Да. Выражаю свое катастрофическое негодование. Категорически не согласен Какой с же вашей это позицией. все-таки нехороший человек. Ну, с другой стороны, надо что-то делать, потому что, мне кажется, в том виде, в котором это сейчас есть, ну, реально, какая интернет большая помойка. Никак не регулируемая, и это не круто, то, что у людей есть в голове понимание о том, что там вседозволенность, и ты можешь все что угодно ляпнуть, и типа никто не спросит за тебя. Ну, с тебя за это потом. Не, ну по факту ты имеешь право ляпать все, что угодно. Только ты должен Нет, ты сказать, должен- что это я. Вот, ты вот должен- это я нет, это говорю. да, то имеешь есть, право, но ты должен за это вывозить потом. Никто же не предполагает этого. То, что все думают, ну я напишу, кто это меня потом увидит, узнает и так далее. Я думаю, если бы каждый человек знал, что вот за каждое слово, которое он написал, он потом лично ответит, то 95% комментариев бы не было точно. Даня, хотел у тебя спросить, короче, а что была за история сильная, короче, про Арбалета связанная, что кто-то там, просто играя на сервере в КС, написал плохое слово, и потом его нашли, короче, и вычислили. Да, это Реальная история? была такая история, то есть это был наш там спонсор и человек, который нас поддерживал, меценат, когда только зарождалась Нави. Там, знаешь, что такие Нави? Да, 10 команда, в которую вы играли. Да, 10 лет назад, вот. И это достаточно серьезный чувак, олигарх из Казахстана. И вот, да, была такая история, то, что он зацепился с кем-то на сервере, а он достаточно такой эмоциональный человек. И вот они начали, и кто-то ему там писал, там ты там, сука, заткнись, конченый, там, ну там же, я мамку твою драл, вот это все дела. И вот он зацепился, в итоге позвонил какому-то там, я не знаю, ФСБшнику, какому-то знакомому, сказал вычислить как-то этого чувака, его По вычислили. IP-адресу. Конечно, по IP-адресу. Вычислили, еще-то как-то вот, его там немного наказали. Вот такая вот была история. Ну То и есть, когда принципиальный человек таких хочет... историй много, и в обычном интернете бывает. Ну, не знаю, я бы так... Справедливость мне восторжествовала. жалко время этим заниматься. Было бы. Это можно тоже опять с утра до вечера это делать. Ну, это понятно, это такая бывает. Ну, это знаешь, явление на современного мира. На принцип бывает Хейт, просто интернет. идет. Если у нас есть возможность выражать себя даже не неся ответственность после этого, ведь накопилось-то в мозгу людей, понимаете, если это все вылазит. Ведь оно-то живет, ведь оно-то есть. на Ну, самом Вань, деле. я не знаю, кстати, как вот с музыкой идет хейт. Я знаю, что с А идет киберспортом Не, ну он кто, идет просто просто задумал, кто пишет эти вровень. комментарии? Реальные чуваки, которые достигают чего-то, которые целеустремлены, у них нет времени писать комментарии какие-то плохие. Это пишут какие-то неудачники, задроты, дети маленькие Так и вот так дело далее. в том, что получается 95% населения, кто Так. вообще пишет, они как раз вот так под эту категорию подходят. Нет, ну почему? Не все 95% населения сидят в интернете, нужно же тоже понимать. сейчас, Многие люди... Как раз Нет, ну... у всех есть телефончики, и все Понятно, как раз... но понимать, 95% это же не молодежь. Взрослые люди, они как смотрели телек, так и смотрят. Поэтому так не посчитать. И какая-то же определенная только часть этой всей аудитории заходит под определенный видос какой-то тематикой объединенной, что-то пишет. Ну, как бы, в принципе, да, конечно, больше людей в целом, которые чего-то не достигают, чем каких-то успешных людей. Ну и просто каких-то злых людей, не знаю, недовольных, там, знаешь, постоянно им все не Конечно, нравится. да. То есть... Поэтому и не успешно. Не, все зависит от людей. Кто хочет что-то делать, будет делать, найдет возможности. Кто не хочет, будет винить всех и Ну, это понятно, далее. да. Искать какие-то отговорки.
Вернемся к мобильным играм. Я знаю, что все хоть чуть-чуть, но играют на телефоне. Я Знаешь, играю что- в Nintendo, у меня есть Nintendo Switch, я играю в него в полетах. В принципе, на этом все мои соприкосновения с играми заканчиваются. Nintendo Switch. Если бы я знал, что это. Да. Ты можешь Я бы какая отреагировал. игра? Слушай, это портативная консоль, которая, ее фишка заключается в том, что она, в отличие от PSP, не только вот ты играешь там где-то в дороге, ты можешь, от нее есть база, ты вставляешь ее в базу, подключаешь к компу, и у тебя, ой, не к компу, а к телевизору, и у тебя полноценная приставка игральная. Портативная консоль. А игры там Она полноценные? два в одном такие же? получается. Многие игры выходят и туда, но у них много игр, которые выходят только на Nintendo Switch. Своя платформа. Да. Свой рынок. Ну, например, там Платное все? Наверное. Конечно, да. Игры стоят столько же, сколько стоит на PlayStation, на этот, Xbox. Из общих, не знаю, есть Assassin's Creed, Wolfenstein. Ясно. Все самые топовые популярные. Ну, игры. не все, но много. Skyrim, GTA есть? Ведьмак, GTA, Ведьмак по-моему, вообще, нету. да. Киберспортсменом профессиональным по мобиле стать вообще реально? И что это такое? И за этим ли Об этим будущее? мобильным играм ты Да. Вот А разве просто- такие проводятся Ну, соревнования? вот сейчас я так Поступила понял, информация, что... поступила, значит, от источников информация, что мобильные игры начали завоевывать такой большой пул финансового рынка, который даже, по-моему, уже переплевывает киберспорт сам по себе, компьютерный вид спорта. Как это работает? Из ребят? Я рэпера. не знаю. Какие это игры, например? О каких Блин, играх понятия идет не речь? имею. Там, я думаю, какие-то гоночки по-любому. PUBG. Я не играю, популярная игра. Вот она что, Михаил. Ну понятно, PUBG как бы... А Hearthstone, карты. Карты по телефону. Как бы. Так в карты просто играл, а Карты, тут уже деньги, по Михаил. телефону. Ну, кстати, как вот, можешь рассказать обычный вот распорядок дня твой? Вот, ну, то есть, Ну, я встаю, иду в зал. Тренажерочку? Да, я Вот хожу, это занимаюсь. респект. С весом работаешь или что делаешь? Я Ну, с без тренером веса, со занимаюсь, штангой, да. просто Нет, ну все как пустые у всех, все то же самое. Вот, иду в зал, перехожу в зал, еду на студию, работаю. Вот, после этого я еду на студию, работаю там допоздна, какие-то могу еще бытовые дела поделать. Ну, какие-то другие, это бывают съемки, концерты, это меняется. Нет такого, вот, знаешь, типа классически. Чем мне нравится моя работа, то, что это не происходит каждый день, как день сурка. Творчество. Да, то есть, ну, разные, ты занимаешься разной деятельностью, и там сегодня ты пишешь, завтра ты снимаешься, послезавтра ты еще что-то Бывает, ты делаешь. ждешь вдохновения, да? Не, ну, определенный у момент. меня не бывает такого, что... У меня, я считаю, что вот в этом деле, типа, как аппетит приходит во время еды. Ты сел, ты работаешь, и когда ты достаточно вовлечен, ты как бы сам чувствуешь то, что... Я не сильно, честно говоря, в курсе, но такой вопрос сразу. Ты музыку пишешь сам, часть какой-то Нет, музыки? я пишу тексты и их исполняю. Музыку я не пишу. Тексты ты пишешь. Скажи, Ну, а у это- тебя сначала есть там биты, получается, и потом ты пишешь текст Да, под да. определенный бит? Либо у тебя сначала текст, а потом Не, я ты... так никогда не делаю. Я знаю, кто-то так делает, но, по-моему, это неудобно. Потому что ты никогда даже никому не советую, если есть какой-то текст, перекладывать его на другую музыку, потому что та музыка, под которой ты изначально пишешь, ты как бы обыгрываешь эту музыку своими ритмическими рисунками, именно все ее фишки, какие-то дропы. Блин, Когда ты- ритмические рисунки, красота. Да, когда ты берешь это на другую музыку и перекладываешь, уже ну, не то. Ты то есть не под нее писал, не под это подстраивался, не ориентировался. Не так будет звучать. Бывает, Вопрос, Миша, бывает ты и лучше хочешь? Да, ну, звучит. это хороший вопрос. Да, Поэтому, школа тут, поэтому да. делаю, и сразу ты. Просто, чтобы закончить. Это важный вопрос, который по-любому посмотрит много людей и будет их интересовать. Как пробиться молодому музыканту, вот твои мнения, с учетом того, что у него есть там несколько каких-то клипов, да, есть каких-то несколько треков, но вот он дошел до чего, и вот он не знает, как дальше стартовать. Что самое главное? Ну, нужно просто крутой материал делать. Сейчас такое время, что это раньше нужны были какие-то там продюсеры, сейчас есть интернет, если ты сделал что-то классное, это само разлетается. У меня было так, по крайней мере. Вот поделись, пожалуйста, немножко своим опытом, твоим периодом, когда ты только стал популярным, когда ты начал это Ну вот всё. я записал трек с чуваком, который имел небольшую аудиторию. Не могу назвать его известным, но имел небольшую аудиторию. Коллаборация. Да, соответственно, мы сделали песню, меня узнала его аудитория. Чуть-чуть уже, как кто-то начал за мной следить, люди начали добавляться сами ко мне в друзья. И потом, короче, я сделал какой-то еще трек, и этот
заметил один диджей, который на то время был достаточно видный, и сейчас, в принципе, он вставил это в свой микс. Он типа делал такие микстейпы, куда вставлял новичков, которых он приметил. Вот, и, соответственно, еще и какая-то его аудитория меня заценила, еще больше народу, и как-то так вот все это наслаивалось, а потом я сделал свой дебютный релиз. Этот диджей помог мне выложить его на Rap.ru. Это был тогда самый передовой, площадка, типа, самый да, топовый рэп-сайт, короче. И все, с тех пор за мной начала следить редакция этого сайта, и уже, а это был как бы главный ресурс. То есть посредством социальных сетей ты... Да, через социальные сети, 100%. Я выкладывал музыку на сайт ВКонтакте. Ну, в любом случае, ты крут. И хочется спросить, вот, то есть Был изначально, сейчас мы выяснили. изначально себя ты построил сам, но мне интересно задать тебе такой вопрос. Сейчас у тебя есть команда, да? То есть, и что ты можешь сказать об этих людях? Она минимальная. Есть у меня концертный директор, есть человек как типа правая рука, мой помощник, life assistant. Есть диджей, бэк-МС, которые сопровождают меня на концертах. Есть человек, который меня записывает, который меня сводит. Ну, То как есть бы, это и многие из этих полноценная- людей на аутсорсе. Работает полноценная команда, получается, да, большая? Ну, То есть- это небольшая команда музыки, вообще небольшая Небольшая. команда. У меня нету, например, никакого там пиара, агента никогда не было. Подтанцовочки, да? И Как у менеджера, Бейонсе. в принципе, тоже, наверное, как так прям в понимании именно менеджера. То есть какими-то вопросами, там, связанными с общением с общественностью, занимается мой концертный директор. Мы редко касаемся темы девушек. Киберспорт и девушки, ну, непонятно, насколько совместимы. но вот, У меня тоже... давай будем... У меня тоже вопрос возникал, вот каково это встречаться с парнем, который целый день играет в компьютер. Честно говоря, У вас были такие случаи? да мы сами такие парни, мы были сами такие парни, Вот, на нас поэтому многие я- жаловались. То есть, не, у вас было такое, что вы вот активно играли, и в этот момент были девушки? Ну да. Параллельно? Да. И что, и как они вообще? Ну, адаптировались, в принципе, но не у всех и вся, но... Кто-то не выдерживал в итоге. Кто-то не Сидеть дома выдерживал. постоянно получается. Ты знаешь эти мемы, когда ты сидишь, играешь, а она голая проходит мимо, а ты просто не замечаешь. Она уже садится рядом, там, знаешь. Ну, не знаю. Ну, вообще, на самом деле, это как бы непросто. Ну да, мне тоже так кажется. Нормальные какие-то отношения так тяжело, наверное. Ну, да, непросто. И еще второй у меня вот такой обывательский вопрос по киберспорту, это касательно глаз. Потому что я когда играю, смотрю на монитор 2-3 часа, у меня начинают болеть глаза. Ну, капельки мы капаем периодически. Мишка Я умывается могу просто сказать, часто. что вот за вот сколько, 15 лет за компьютером, где-то 15, может, больше, короче, у меня зрение не изменилось. Ну, то есть, Ну, как соответственно, было, ни о чем. Нет, у меня, я честно могу сказать, у меня одним глазом 0,4 зрение плохое, а одним глазом 100%. Вот оно как было 100%, То есть Не, это, мне было в 10 это лет. все стереотип, что Я, портится зрение. я скажу, сейчас нынешние мониторы, которые ставят, то есть они реально идут там уже всякими защитными там фигнями. Когда мы раньше играли, когда помните вот эти мониторы, как телевизоры, да, они, конечно, да, и портилось, и это было. Сейчас все-таки, ну, уже позаботились на Да это нет, всё. на самом деле это не стереотип, просто человеческий И организм, я, он помните, мы подстраивается под упражнения еще делали. условия существования. Если он привыкает к тому, что ты сидишь постоянно за компьютером, то нагрузка будет с твоих глаз постепенно снижаться на глаза, и у тебя будет уже привычка к тому, что такая нагрузка есть. Соответственно, ты не будешь так страдать от этого. И башка тоже да, не болит, А если типа, ты, со к временем. примеру, человек из другой жизни, социальной, вот как ты Как музыкант, и ты вдруг садишься за компьютер первый раз там за Понятно, много что-то, месяцев, да. ты будешь это чувствовать. Мы не чувствуем такой нагрузки, Я потому что понял. адаптировался уже сетчатка Фанаток глаз. много. Миша, наверное, это ты это А теперь хотел про спросить. тёлок. Да, Про фанаток. мы хотели. Не, я хотел... тот первый вопрос про девчонок. Я хотел сказать, что просто у тебя сначала вот эти твои первые два альбома, самые популярные, которые сделали тебя популярным, про гетто. А Миша слушал их. А Миша вообще Я живет на них, интересовался, да, то есть, и там ты немножко как бы рассказываешь про, ну, скажем так, беспорядочные связи. Не Так. про одну девушку, а потом у тебя выходит
такой небольшой альбомчик на 7 песен, по-моему, называется Должны быть уже порядочные. «Бла-бла». Да. Короче, Бла-бла, вопрос, короче. моногамия То есть или- там сразу сменилась тематика. То есть как это? Не, это я измени- понял. Ну смотри, мне было то, что ты вот обсуждаешь первые релизы, мне было там 19 лет, мне не хотелось ни с кем не встречаться, никаких серьезных отношений, и были бы разные девочки. Ну то есть ты представь, ты становишься известным, и ты как бы трахаешь всех девочек как компенсация. Это, о чем я мечтал. Компенсация за всех тех, кто тебе в течение жизни отказывал, понимаешь? Вот это был такой период. А потом как бы тебе уже... Ничего ну, себе рефлексия. а потом уже как бы с течением времени уже это все надоедает, и хочется найти одну постоянную девушку, как ты начинаешь думать про семью. Вот. Тяжелый быт. Трахать ее. Тяжелый быт. Да. Вот Ну, на так. самом Мне деле, кажется, как- это нормально. Вообще, мне грустно, кажется, у это всех так, грустно. типа, ты встречаешься с девушкой, расстался, и такой, ну, сначала, допустим, можешь там попереживать, а потом такое, вот это вот чувство, то, что ты теперь свободен, и у тебя нет никаких обременений, и хочется вот всех оттрахать, кого можно, а потом снова хочется встречаться, и вот это вот чередуется. Не было такого у вас? Не, ну ты рассказал хорошую версию про то, как ты сначала тебе отказывали, потом ты стал известен, Не, не и то, тебе что мне, подожди, раздалось. не А то, представь что себе, мне- тебе отказывали, тебе подожди. отказывают, и тебе... Подожди. известным, продолжаем. Не-не-не, это не так. Не то, что мне отказывали всю жизнь, нет. Стоп. Ты немного не понял. Я не имею в виду, что мне постоянно отказывали. Просто какие-то девушки тебе отказывают в течение жизни, какие-то такие тоже бывали. И как бы, и тут хочется... Их тоже трахнуть. И это, кстати, тоже получалось. Такое получалось. А так спустя время, как бы, да, хотелось, кстати, Не, я вернуть считаю, что это должок. нормально, когда у тебя бывает два состояния. Иногда тебе хочется, не то что иногда, в какой-то момент тебе хочется постоянную девушку, и никаких других, в какой-то момент тебе хочется много разных девушек. И мне кажется, это нормально. И это зависит от возраста. В 19 вообще не хочется серьезных отношений. Когда тебе Ты когда-нибудь- 26, и там, мне уже вообще, там, мне Когда-нибудь про терял семью голову? даже, Вот терял даже голову? мысли уже про семью бывают, в голову Знаешь? приходят. Вот так вот влюбившись, теряешь голову. Да, бывало. Короче, Яникс написал книгу про киберспорт, про то, как вообще добиваться успеха. Если тебе будет интересно, я тебе вот дарю. Спасибо. Почитаешь. Спасибо. Вот, на досуге. И у нас есть замечательные наушники от HyperX. Вот. Мы тебе их тоже вручаем. Спасибо большое. пацаны, Слушай, очень приятно. музон. Ты, кстати, какую музыку слушаешь? В рэп, R&B в основном. Ну, я думаю, что в этих ушах будет все вообще заебись. Класс. И что, огромное тебе спасибо, что ты к Вам нам спасибо, пришел, что братан. позвали. Вообще было классно, было искренне приятно пообщаться. Было интересно, Хороший, реально ты было интересно, прикольный несмотря на то, чувак. что рэп это, ну, то есть мы не фанаты прям такие Да. настолько рэпа, но нам все равно А было я очень киберспорта. Да. Но, есть но было круто. Было общие круто, темы реально, всегда это вообще присутствуют. сильно. Еще все.